Добрый день, коллеги. Сегодня поговорим немного о стратегиях написания кода в программируемых логических контроллерах. Значит, я вот вам хочу продемонстрировать свою новую статью, которую я написал для ASP. Сегодня закончил ее англоязычный перевод. Статья посвящена потоковой стратегии управления данных в системах EMS. Новый подход к программированию PLK. Я уже более 9 лет занимаюсь программированием PLK и дизайном SCADA-систем, в частности систем EMS для фармацевтической отрасли. За эти годы мною было реализовано, как я уже посчитал, 5 таких проектов EMS. Из них 2 это проекты модернизации были, где я к действующим системам добавлял новый функционал, новые помещения, новые точки контроля. И 3 проекта это 3 полномасштабных проекта от А до Я. И последний из них проект, это был проект системы EMS для лабораторного комплекса, который называется IQC Innovation and Quality Center. Значит, что хотелось бы сказать. Именно вот этот проект позволил мне разработать тот подход, который я считаю самым удобным и самым эффективным при проектировании программ контроллеров, особенно для системы EMS. Конечно, этот подход можно применить и при создании программ для производственных систем, ну, поскольку я большую часть времени создаю именно такие проекты, именно они мне и помогли выработать вот такую вот стратегию. Я думаю, она будет полезна как начинающим программистам, начинающим инженерам АСУТП, так и тем, у кого есть уже богатый опыт за плечами в этой сфере, в сфере автоматизации. А те подходы, которые я озвучиваю в этой статье, они будут применимы не только к проектированию, как я уже сказал, EMS-систем, но и производственных систем. Значит, вот я сейчас демонстрирую на экране эту самую статью. Сегодня закончил ее перевод и тут же отправил в ISP, International Society of Pharmaceutical Engineers. Значит, после того, как я отправил эту статью, я решил записать видео. Значит, впоследствии будет видео на английском языке, в котором я немного поясню, поскольку вот такой вот формат видео может более полно раскрыть все плюсы, которые несет в себе эта стратегия. Значит, на чем основана эта стратегия и почему вообще возникла потребность в выработке такой стратегии? Вот те, кто программирует контроллеры, я думаю, они сталкиваются с тем, что большинство данных внутри программы, они очень разрознены и плохо масштабируемые. Особенно начинающие программисты, они допускают ряд таких ошибок, которые нарушают вообще структурируемость и читабельность самой программы. То есть они, как правило, создают кучу различных переменных, запихивают их в какой-то отдельный программный сегмент, допустим, в программу, либо функциональный блок, как правило, это программа, да, и все это, вся куча вот этих вот переменных, она смешивается в одну единую кашу, в которой непонятно, что где находится и что где искать. Значит, понятно, что применение различных подходов программирования, а сейчас у нас помимо процедурного подхода еще и появился в стандарте MEC 61131 еще и объектно-ориентированный подход, призвано структурировать программный код, но не всегда этого достаточно. И за весь мой опыт программирования я выделил для себя одну проблему, что нет единой точки входа-выхода данных, где бы их можно было сконцентрировать и где бы можно было визуально видеть всю картину происходящего. То есть мне, как программисту, нужно иметь единую точку, единую базу данных внутри программного кода, где я в онлайн-режиме, подключившись к контроллеру, могу видеть всю информацию, которая приходит и уходит с объекта и на объект. Я использовал различные стратегии. Первой такой стратегией это было применение массивов. Когда определенный набор данных запикивается в массив, таких наборов данных может быть огромное количество. И
Таким образом, все данные внутри программы об объекте, о процессе существуют внутри массива с n количеством элементов. Вот. Но здесь возникла такая сложность, что все элементы массива, они индексируются целым числом, то есть нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый массив. И понять, какой элемент массива относится к какому процессу или объекту, очень тоже сложно. Вот. То есть не то, что сложно, это неудобно. И даже если ты сделал комментарий, да, то есть если ты сделал комментарий к массиву, да, и пояснение, что в таком-то элементе массива находятся такие-то данные, относящиеся к такому-то объекту, да, хорошо, согласен. Здесь еще можно как-то поднапрячь свои мозги и найти вот, весь тот поток данных, который приходит и уходит с объекта. Вот. Но опять же, согласитесь, неудобно. Удобнее было бы иметь именно такой объект, который интуитивно понятен. Программисту интуитивно понятен человеку, который эксплуатирует и обслуживает программы контроллеров и SCADA-системы. И все это меня натолкнуло на идею использовать так называемый потоковый подход или потоковую стратегию. Эта стратегия не является каким-то новым подходом, который равноценен процедурному или объектно-ориентированному подходу. Это стратегия, вот, которая использует оба этих подхода, ну, может, скажем так, использовать. Процедурный подход я уже использовал. Что касается объектно-ориентированного, ну, наверное, это все будет в перспективе, но пока это процедурный подход. То есть эта стратегия внутри данных подходов реализует удобство управления потоками данных в контроллере. Значит, обратите внимание, я вот здесь на экране демонстрирую рисунок 1. Вот, в нем объяснена вся сущность данной стратегии. Вот, база данной стратегии – это единая точка входа данных. То есть это единая база данных, в которой хранится вся информация о объекте. Таким объектом может быть любой физический объект или физический процесс. В частности, для систем EMS таким объектом является помещение, в котором контролируются определенные параметры. Поскольку мы имеем дело с фармацевтическим производством, поэтому которому предъявляются очень жесткие требования согласно там, GMP, ALCOA, ISO вот, и так далее, вот, то значит, для фармпроизводств вот, таким объектом может являться, допустим, производственное помещение, в котором протекает какой-то определенный процесс, и в котором, согласно требованиям GMP и других стандартов, необходимо контролировать определенные параметры воздуха. В частности, давление, температура, влажность. Вот. Единая точка входа вот, выступает, ну, это все зависит от контроллера, от среды программирования. Я использую CodeSys. Вот, и сейчас я вам продемонстрирую. Вот в CodeSys 3.5 у меня сейчас реальный проект, когда к контроллеру подключен датчик давления и температуры и влажности. И единой точкой входа здесь выступает, значит, список глобальных переменных. Внутри списка глобальных переменных формируется поток. Здесь у меня представлено несколько потоков. Эти потоки мною названы по названию того помещения, как я уже сказал, в котором контролируются параметры. В частности, вот мой текущий поток – это MBL33. Это помещение номер 33, в котором контролируется давление, температура и влажность. Внутри этого потока создаются каналы. В данном случае здесь 4 канала давления, перепада давления, температуры и влажности. Я не говорю о канале перепада давления, поскольку он не используется в данном случае, поэтому я считаю, что у меня в помещении значит, существует 3 канала. В потоке MBL33 существует 3 канала: давление, температура и влажность. Внутри канала вот, существуют свойства этого канала. Свойства могут быть как дифференцированными, то есть представляет собой единую сущность. Вот, ну, как, например, в моем случае я имею датчик давления в помещении 33. Вот, внутри канала давления я определяю, в каком помещении у меня находится датчик. Дальше тип датчика, его адрес по протоколу Modbus RTU, его статус, то значение, которое приходит с датчика в систему. Вот. Преобразование
в регистровые значения данного значения. Значит, далее смещение, если необходимо. Верхний, нижний предел. Уровень тревоги, уровень действия, аварийное состояние, то есть выход за допустимые пределы, доступность аварии и сброс. Ну и дальше я не буду продолжать, тут очень-очень много свойств. Я пишу соответствующие пояснения по каждому свойству. Это дифференцированные, это отдельные единоличные свойства. Такие свойства можно объединять в группы согласно стратегии. Вот у меня здесь есть две группы: DFS Data и AC Data. Свойства в группах подбираются или, скажем так, концентрируются по функциональному признаку. Ну, в данном случае я определил следующие функциональные признаки. Вот эти свойства DFS Data – это свойства внутри канала, которые я использую для передачи данных в SCADA-систему. Вот это тут как бы программист сам волен себе определять, группировать свойства или не группировать, а оставлять их единоличными. Это полностью находится, так сказать, в распоряжении разработчика. Я решил вот так. И вторая группа свойств AC Data – это свойства, которые необходимы для того, чтобы обеспечить визуальное представление, визуальное цветовое представление данных в самом контроллере, поскольку контроллеры SPK-110 от компании Aven, они требуют программирования некоторых возможностей визуализации. То есть они не дефолтные, а требуют написания программного кода. И для их написания необходимы тоже создание определенных переменных, определенного кода. Вот я их объединил вот в эту группу. Естественно, группам, свойствам даются интуитивно понятные имена, прочитав которые можно было интуитивно понять, о чем идет речь. Чем удобен такой подход? Тем, что, как вы видите, я на экране в режиме реального времени вижу все состояния, в которых находится та или иная переменная. То или иное свойство, тот или иной канал и так далее. Для примера, вот у меня возьмем еще канал температуры, да, посмотрим. Вот здесь мы видим абсолютно ту же самую картину, в каком помещении, какой параметр контролируется, какой его Modbus адрес, статус датчика, данные, которые приходят, данные после преобразования. Сигнализация у нас отключена. Смотрим, какие данные у нас в SCADA передается: адрес, Modbus адрес датчика, его статус и в регистрах значения с датчика. Вот здесь переменная, которая относится к цветопередаче статусов данного канала. То есть мы владеем всей информацией о нашем объекте в одной точке и можем оперативно реагировать на какие-то нештатные ситуации, можем оперативно отсюда переходить по перекрестным ссылкам в ту часть кода, которая отвечает за реализацию состояния того или иного свойства. Очень удобный подход. Теперь немножко поговорим о том, как это все реализовано. Реализовано оно с помощью так называемой DUT, Defined User Types. То есть реализовано это очень просто с помощью пользовательских типов данных. Значит, когда мы создаем отдельный поток, допустим, MBL33, да, мы определяем для него пользовательский тип данных, в данном случае type room. Вот его определение. Мы видим, что внутри этого пользовательского типа данных, внутри этой структуры определено 4 канала с типами type RS channel. Дальше заходим в type RS channel. Мы видим, что в структуре type RS channel мы определили вот такие вот данные для данного канала. Из них вот эти данные, последние два, это у нас также типизированные данные, за которые отвечает тип Data for SCADA and Type Alarm Colors. Это тоже пользовательские типы, вот их определение типа Data for SCADA и Alarm Colors. То есть, по сути, структура строится за счет вложенности пользовательских типов друг в друга. Да, конечно, такой подход требует, во-первых, квалификации,
Во-первых, такой подход требует четкого первоначального определения, а какие же параметры, какие же элементы состояния процесса мы хотим видеть. Это во-первых. Во-вторых, этот подход, эта стратегия требует достаточно серьезной квалификации программиста, потому что придется пользоваться пользовательскими типами, которые вложены друг в друга. И в-третьих, вот основная сложность заключается в том, что первоначальные затраты на создание кода здесь гораздо больше, чем при создании кода, используя только процедурный или объектно-ориентированный подход. Но эти усилия первоначальные, они очень хорошо окупаются впоследствии тем удобством, которые сулит такой подход, поскольку ты в одном месте, в одной точке имеешь данные о состоянии твоей системы. И из этой точки, соответственно, ты можешь оперативно перейти в тот участок кода, который вызывает у тебя сомнения, или где ты видишь, что происходят какие-то нештатные ситуации, какие-то неполадки. Такой подход обеспечивает также очень хорошую масштабируемость, поскольку, как вы видите, мы имеем несколько потоков, несколько помещений с одинаковыми или схожими параметрами. Поэтому и функции обработки информации для каналов внутри потока, они будут одинаковые. Или, скажем так, процедуры или функциональные блоки. То есть они будут носить шаблонный характер, который можно просто копипастить, заменять MBL33 на MBL32 или вообще просто 33 на 32 заменять быстро с помощью поиска и замены, что я и делаю. И тем самым оперативно создавать код. Это во-первых. Во-вторых, удобство такого подхода в плане масштабирования проявляется в тех случаях, когда нужно, скажем так, нарастить скелет свойств каждого канала или потока. То есть достаточно единожды зайти, допустим, в канал, определить новое свойство внутри этого канала, и это свойство сразу же будет передано во все потоки. Остается только, определить обработчик информации для этого свойства, для каждого объекта. Но это опять же копипаст, то есть написав единожды дополнительный код для дополнительного свойства, с помощью копипаста добавить его для всех остальных потоков. В общем, в целом такое кратенькое описание того подхода, который я для себя выработал при проектировании систем EMS. Приглашаю всех на мой канал. Здесь будет очень много интересной информации. Здесь я делюсь своим опытом, своими знаниями. Такой потоковый подход, потоковая стратегия управления данными в системе EMS, она не является каким-то новшеством, да? Особенно для опытных программистов, но сколько я сталкивался с программным кодом, очень мало кто использует, даже очень мало кто использует процедурный подход при программировании, а уж не говоря о использовании пользовательских типов данных. Поэтому заходите на мой канал, здесь я делюсь своим опытом, своими стратегиями, будет очень интересно. Всем пока!